Друзья, ну что, наши бискотти готовы. Вот такая красота у нас получилась. Друзья, всем привет! С вами Олеся и Андрей. Привет. Сегодня решили приготовить десерт итальянское печенье бискотти. К чему незамедлительно с вами и приступаем. Итак, я уже подготовила так называемую сухую смесь. Здесь у меня 200 грамм муки, 70 грамм сахара, если хотите, можете взять побольше, 10 грамм ванильного сахара, щепотка соли и, ванильный сахар это вот, и чайная ложка разрыхлителя. Чуть-чуть все это перемешаю и пока оставлю в сторонку. Теперь беру блендер. Здесь орехи, 150 грамм орехов, у меня микс. У меня грецкий орех, у меня миндаль и у меня фундук. У меня изначально были орехи сырые, и я их буквально чуть-чуть обжарила на сковороде, так они гораздо ароматнее. Помещаю их в блендер. Буду делать двумя заходами. И мне их надо чуть-чуть измельчить. Но буквально постараюсь это сделать действительно чуть-чуть. Нужны, потому что довольно крупные фракции. Поехали. Итак, друзья, вот таким образом вполне достаточно. Орехи перемещаю. Никуда я их не перемещаю. Сейчас просто их отложу на другую тарелочку и буду измельчать вторую партию. Орехи готовы, измельчили. Теперь переходим к яйцам. У меня тут 3 яйца. Разобью их сначала в такую колбу. Можно в мисочку. Теперь яйца нам надо разбить. И именно просто разбить. Хорошо объединить белки с желтками. Ничего взбивать нам тут не надо. Ну вот так. Все, достаточно. Возвращаемся к нашей сухой смеси. Добавляем сюда орехи. 150 грамм изюма. У меня белый и черный изюм. Также можно добавить курагу. Сюда. И все перемешаем. И теперь сюда добавляем наши слегка взбитые яйца. И ложкой все перемешиваем. Также я уже включила духовку 180 градусов, режим вверх-вниз. Все, тесто замесили. Теперь берем противень, застеленной пергаментной бумагой. И разделяем тесто на 2 части. Вот так вот. Формируем такие колбаски. Все, друзья, и в таком виде отправляем в разогретую духовку, напоминаю, 180 градусов, вверх-вниз, минут на 20-25. Друзья, ну что, прошло 20 минут, я уже подглядела, все у нас там готово, ну, насколько должно быть готово на данном этапе, достаем. Ах, какой аромат, да, Андрей? Итак, вот такое чудо у нас получилось. Вот смотрите, оно сейчас вот чуть-чуть мягенькое. Сейчас мы дадим остыть нашим колбаскам и покажу, что будем делать дальше.
Итак, чуть-чуть остыли наши будущие бискотти. Сильно им остывать не давайте, потому что тяжело будет потом с ними дальше работать. Теперь нарезаем наши бискотти полосочками толщиной в сантиметр. Конечно, для этого вам понадобится довольно острый нож. И выкладываем обратно на противень. Все, готово. И отправляем наши бискотти обратно в духовку на все те же 180 градусов минут на 10-15. Они должны подрумяниться и подсушиться. Друзья, ну что, наши бискотти готовы. Вот такая красота у нас получилась. Давайте посмотрим и попробуем.